все газеты про это написали, и, конечно, никто ничего не понял. Jesus Christ, that right there is the mail. Now let's talk about the mail. Can we talk about the mail, please, Mac? I'm dying to talk about the mail with you all day, okay? Привет, это Навальный. Вышло 100 миллионов публикаций об очередном скандале, так называемом райском досье. В руки консорциума журналистов-расследователей попало несколько миллионов документов офшорных компаний. Из них можно выяснить всякие тайные финансовые дела различных могущественных людей по всему миру, в том числе и наших сограждан. Ну так и вот, много пишут про этих разных людей. Там и английская королева есть, и Боно из группы YouTube, и много наших. И поэтому я получил несколько писем. Алексей, вот у нас нет сил и желания все это читать. Расскажи, что самое главное для нас. Есть там что-то такое, что важно гражданам России и положено им знать? Да, такое есть. И это история про нашего любимого Алишера Бурхановича Усманова. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. И про вас. Да-да, это ведь вы, мой дорогой друг, однажды весьма выгодно инвестировали свои деньги, купив акции компании Facebook. Но вся ваша прибыль досталась, как обычно, ему, ну и, видимо, чиновникам, с которыми он делился. Смотрите, вот есть «Газпром». Он наш с вами. Национальное достояние, как вам напоминают по телеку. «Газпром» – национальное достояние. В какой-то момент зачем-то «Газпром» решил заработать на Фейсбуке. Ну, решил и решил. Вот как бы это выглядело в нормальной стране, где нет коррупции. Руководитель дочерней инвестиционной компании «Газпрома», «Газпром Инвест Холдинг», его зовут Алишер Усманов, в 2011 году идет в Facebook, говорит им: парни, я инвестирую в вас немного денег российского народа. Они ему такие: окей, Алишер, no проблем, инвестируй. После чего «Газпром Инвест Холдинг» платит $1 миллиард и получает акции. Ждет. Через некоторое время вокруг акций хайп. Их вот-вот должны разместить на бирже. Их цена резко растет перед этим. И тогда Усманов, действуя как честный руководитель в наших интересах, продает эти акции по рыночной цене. И «Газпром», а вместе с ним и мы с вами, получаем гораздо больше, чем вложили. На каждый доллар мы получаем $2 или даже больше. И эти деньги «Газпром» в виде дивидендов платит в бюджет. А мы на них, ну я не знаю, строим дороги или школы, или оплачиваем лекарства тем, кто не может купить их сам. Все довольны, и граждане России, мы с вами, стали немножечко богаче. Но это все мечты. А в реальности мы живем с вами в путинской России, и дела тут делаются иначе. Есть «Газпром», есть его подразделение, возглавляемое Алишером Усмановым, «Газпром Инвест Холдинг». Они зачем-то решили вложиться в Facebook. И для этой цели они зачем-то загоняют $1 миллиард на непонятный мутный офшор, контролируемый Усмановым. Этой шарашкиной конторой заправляет некий Леон Семененко. Это давний партнер Усманова. Еще в 2004 году Семененко представлялся помощником Усманова и комментировал его сделки, а в 2013 году он представлялся его советником в Металлоинвесте. Дальше вот эта вот офшорная шарашкина контора покупает акции Фейсбука через компанию давнего партнера Усманова Юрия Мильнера. Он полная Усманову противоположность. Вот в то время, когда Усманов сидел в узбекской тюрьме, Мильнер учился в одной из лучших американских бизнес-школ. Он живет в Кремниевой долине, дружит с Цукербергом и весь из себя такой продвинутый западный инвестор и филантроп. Ну так вот, через некоторое время начинается ажиотаж, хайп. Скоро размещение на бирже, прогнозы прекрасные, СМИ, аналитики, банкиры предрекают огромный успех. Все вокруг хотят эти акции. И шарашкина контора их и продает. Вот только что недавно купив. И отгадайте кому? Правильно, Алишеру Бурхановичу Усманову, который уже без всякого инвестиционного риска, выждав буквально месяц, накануне публичного размещения, продает эти акции в 2 раза дороже, зарабатывая на этом огромную сумму денег. А «Газпром» и мы с вами не заработали ничего. Мы с вами просто, получается, профинансировали своими деньгами чью-то классную сделку. И если бы из этого ничего не вышло, и Facebook бы не полетел, то убытки были бы наши. Но он полетел.
а прибыль забрал себе Усманов. Не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун. То есть схема ровно такая же, как с горно-обогатительными комбинатами, которые Усманов отжал у «Газпрома» и заработал на них миллиарды. Вот посмотрите наше старое видео об этом, и вы просто поразитесь схожести схемы. Только вместо акций Фейсбука Лебединский ГОК и Оскольский комбинат. Так был создан Металлоинвест, так Алишер Усманов оказался на верхушке списка Forbes. Потому что я вообще живу в счастье, в отличие от тебя. И вновь я слышу, вот я просто слышу крик с другой стороны экрана: ну как, Алексей, ну как он это сделал? Ну нельзя же, ну невозможно же просто взять и загнать $1 миллиард газпромовских денег в какой-то мутный офшор. Ну огромные же деньги, как можно было распоряжаться Газпромом как личным кошельком? И ответ на этот вопрос я вам уже давал, мои невнимательные друзья. Вспомните, кто же был главным ангелом-хранителем Алишера Усманова в «Газпроме»? Кто же этот маленький, но очень алчный человечек в цветных кроссовках? Вот сейчас вы все, зрители мои, ну кроме Усманова, недоумеваете. А как же так получилось у Усманова обокрасть «Газпром», и никто даже слова не сказал? А это очень просто. Знаете, кто был председателем совета директоров «Газпрома» в тот момент? Может быть, вы уже сами догадались? А если нет, то, пожалуйста, встречайте. Дмитрий Анатольевич Медведев. Да, Дмитрий Анатольевич Медведев. Во время сделки с Фейсбуком Медведев уже президент России. И практически нет вопросов в нашей стране, которые не смогли бы тихо порешать наши герои. Ну и самое главное. Ну вот история вскрылась. Разоблачение вышло. А где комментарии? Расследования? ФСБ, выламывающие двери и так далее. Вот с немагией и артподготовкой у них это очень быстро получается. А тут вообще ничего. Потому что в России установилась власть коррупционеров и воров. Они обкрадывают вас совершенно открыто каждый божий день. Я потому и иду на выборы, потому что хочу это прекратить. И прекращу, если будет ваша поддержка. Поставьте подпись за мое выдвижение прямо сейчас и помогите мне распространить этот ролик. Молчать и бездельничать – это значит помогать всяким Медведевым и Усмановым. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Фу на тебя еще раз.